Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 4 июля. Поговорим, что это за Ульянов день такой, который обладал достаточно большой магической силой. Почему именно в этот день наши предки читали различные заговоры, проводили обряды, которые помогали обрести богатство, семейное счастье и удачу. Также поговорим о том, почему именно в этот день, 4 июля, называли этот день днем влюбленных. Почему сегодня нельзя было трогать одно дерево и как вы могли заговорить богатство в свою жизнь. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна и важна. 4 июля церковь чтит память святого Юлиана, по-другому Юлиана Тарсийского, пострадавшего за веру во время гонений, которые были организованы императором Максимилианом в Антиохии. Позже были обнаружены мощи Юлиана, которые, как выяснилось, обладают чудодейственной силой, поскольку над ними происходили чудеса. А вот в народе 4 июля отмечался праздник Ульянов день. Покровителя праздника считали связным между влюбленными, который мог помочь найти любовь. В Ульянов день в старину вспоминали старинную легенду, героями которой были Ульян и Ульяна. Парень и девушка очень любили друг друга, назначали друг другу свидания, но встретиться друг с другом так и не смогли, так как разминулись. Ульян ходил по лесу и звал девушку, а она не отзывалась, так как засмотрелась на воду в реке. В итоге Ульян отправился домой, потеряв надежду на встречу с девушкой. Поэтому, чтобы не потеряться и не расставаться, навсегда влюбленные в этот день в старину старались провести как можно больше времени вместе, а также в этот день избегали ссор, скандалов и всевозможных претензий. В этот день было принято заниматься сбором цветов липы. Готовили 4 июля из цветков различные отвары и зелья, которые обладали патогонными, бактерицидными и жаропонижающими и другими свойствами. С этим днем в народе было связано множество поверий, примет, по которым даже пытались узнать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы. Вы знаете, липа обладала достаточно сильной положительной энергией. И это дерево испокон веков несет в себе защиту, мир и добрый настрой. Поэтому желательно, чтобы липа росла недалеко от дома, потому что именно это дерево приносит счастье в семью. И у этого доброго светлого дерева просили о самом сокровенном с помощью особых ритуалов, либо просто загадывали желание возле липы. Даже просто если вы 4 июля просто постоите под липой в цвету, то это считалось достаточно полезным по поверью. Те, кто вдыхают аромат, могли появиться даже сверхъестественные способности видеть и слышать даже ангелов. Поэтому 4 июля, именно в этот день, было принято у наших предков собирать липу, которая, согласно древним верованиям и приметам, могла спасать человека от сглаза. Использовали цветы липы для лечения кашля, простуды и также отравлений. Готовили даже специальный липовый порошок, который мог залечивать ожоги и останавливать кровотечение. Известно, что девушки использовали липу в косметических целях. Например, липовый настой делал кожу мягкой и гладкой, а сок укреплял волосы. Даже поговаривали о том, что кто липу срубит, то обязательно в лесу заблудится. Очень плохой приметой было, если липа, растущая в саду или возле дома, засыхала. Это предвещало болезни или даже какие-то нехорошие события в жизни хозяев.
Что же не рекомендуется делать в этот день по народным приметам 4 июля? Ни в коем случае не рекомендуется переезжать. Считается, что со сменой обстановки в дом могут проникнуть безызвестные музыканты, которые доставят массу хлопот. Несмотря на то, что это выходной, 4 июля не стоит мыть пол в этот день. Если вам очень хочется очистить свой дом, то устройте сегодня только сухую уборку. В противном случае впереди вас могут ожидать расставания с близкими людьми. Также сегодня нельзя было рубить липу, иначе вы могли накликать на себя беду. Кроме того, не стоит ее пересаживать сегодня к дому, потому что это было плохой приметой у наших предков. В этот день, 4 июля, наши предки занимались заготовкой лечебного липового цвета. И знали о том, что рубить липу в этот день нельзя ни при каких условиях. Кто это сделает, тот заблудится и домой не вернется. Также обращаем ваше внимание, что именно сегодня, 4 июля, неподходящий день для старта проектов, для новых начинаний и всевозможных предложений. Все они, к сожалению, не увенчаются успехом, поэтому отложите все это на другой день. Также 4 июля обязательно отправьтесь к ближайшему природному водоему. Считалось, что воды, реки, озера или моря становятся именно целительными в Ульянов день, и купание в них избавит от болезней тела и души. И вы знаете, сновидения именно в эту ночь будут пустыми. Не переживайте, если вы увидели во сне нечто неприятное. А вот люди, которые появились на свет 4 июля, настойчивы и решительны. Однако порой они могут чересчур быть заносчивы. И в качестве оберега те люди, которые родились именно 4 июля, вам следует носить украшения с изумрудами. И как мы уже говорили, 4 июля в Ульянов день, именно этот день обладал большой магической силой. Поэтому в этот день читались различные заговоры, проводились ритуалы, которые помогали обрести любовь, богатство, семейное счастье и удачу. И мы сегодня вам предлагаем именно 4 июля провести определенный обряд на богатство. Что нужно сделать? Подойдите к липе и начните ее трясти. И вот пока будут сыпаться цветы, именно цветы, говорите следующие слова. Как липовые лепестки летят, на меня падают, так и пусть и деньги на меня полетят, в карманы попадают. Как липовых лепестков не пересчитать, так и богатство мое не подсчитать. Мое слово золотое, прибыль нескончаемая, да будет так. После этого нужно собрать те цветки, которые упали на землю, и разложить в тех местах в вашем доме, где хранятся сбережения, а также один цветочек положить в свой кошелек.